УАЗ – это лучший внедорожник в России, но не из-за его проходимости или соотношения цены и качества. Основные преимущества УАЗов перед другими внедорожниками заключаются в том, что их просто не жалко использовать в любых условиях. Именно поэтому появляются мифы о его непревзойденной проходимости. Хотя в заводском исполнении УАЗик далеко не самый вездеходный автомобиль. Недостатков у продукции Ульяновского завода можно найти немало, и основная их группа связана с низким качеством готовой продукции. Также есть серьезные претензии к технической и технологической отсталости машин. Эта разница не просто заметна, она колоссальна. Конечно, УАЗ пытается соответствовать современным стандартам. Например, недавно была анонсирована обновленная буханка с новым двигателем, который соответствует экологическим нормам Евро 5. Однако, если бы создатель буханки, ветеран завода Егор Варченко, узнал, что его детища будут обновлять таким образом, он бы, вероятно, посмеялся над современными инженерами завода. Тем не менее, с приходом Солярса УАЗ настроен более серьезно. Обещанный русский Прадо теперь ближе к реальности, чем несколько лет назад, когда проект был закрыт из-за финансовых проблем. Для новинки уже существует платформа, причем даже общая деталь с Прадо – рама. Новый автомобиль начнут выпускать в ближайшее время. Этот подарок судьбы появился не случайно. Если взглянуть на модельный ряд УАЗа, там можно увидеть лишь утилитарные и простые внедорожники, которые не могут похвастаться успехом на гражданском рынке. Однако теперь есть вероятность, что именно Патриот нового поколения получит значительные доработки. Если даже на заводе лакокрасочный слой ложится неравномерно, то что сейчас можно говорить про автомобили, привезенные в Россию через 3-4 страны? Не вовремя обнаруженные проблемы с кузовом могут обойтись очень дорого. Ремонт даже самой небольшой детали кузова вместе с покраской начинается от 10 тысяч рублей и выше. Не говоря уже о том, что любой кузовной ремонт значительно снижает цену автомобиля при продаже. Отличный способ проверить состояние кузова автомобиля самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний, это измеритель толщины покрытий Car-Sys Автоподбор. Сделано в России, город Омск. Работает по черным и цветным металлам. Распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3500 микрон. Скорость измерений всего 0,4 секунды в турборежиме. Имеется функция автокалибровки, а также пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. И что самое интересное, сейчас на Озон любой из толщиномеров от Car-Sys можно приобрести с хорошей скидкой. Если не знаете, что подарить мужчине, это отличный подарок. УАЗ под руководством Солярса получил наработки компании JAC, с которой тесно сотрудничает Solars. Это означает, что УАЗу будут доступны все технологии, применяемые в китайских автомобилях. Напомню, что Solars уже выпускает модель ST6 во Владивостоке, а вскоре производство будет перенесено в Ульяновск, где наладят выпуск еще одной модели ST8. Скорее всего, на одной конвейерной линии будут выпускаться и тот самый русский Прадо, о котором говорят инсайдеры. Новый УАЗ, по прогнозам экспертов, будет основан на платформе JAC, что фактически означает использование рамы от Toyota. Платформа JAC T6 и T8 представляет собой копию японского внедорожника Hilux, рама которого унифицирована с Land Cruiser Prado. Передняя подвеска будет аналогична тойотовской, а под капотом установят 2-литровый дизель на 139 лошадиных сил, который частично локализован в России. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач, отдельные детали которой также начали производить в России. В будущем возможно появление и версии с автоматической коробкой передач, аналогичной той, что используется в китайских JAC. Кроме технических особенностей, УАЗ уже заявил о планах по внешнему обновлению и доработке салона. Скорее всего, изменения будут минимальными в стиле переклеивания шильдиков, с небольшими изменениями на базе моделей ST6 и ST8 от Солярса. Возникает очевидный вопрос, что же в этом русском Прадо будет русского? Платформа, двигатель и коробка передач взяты у китайцев. Внешность, вероятно, тоже без значительных изменений. Получается, что единственным отечественным компонентом будет сборка, но если задуматься, это все же лучше, чем ничего. Ульяновский автомобильный завод не в состоянии создать что-то свое, и причина этого очевидна. Поэтому логичным выходом становится успешное копирование. При этом Solars
Solers старается локализировать производство наиболее важных деталей – двигателя и коробки. Критика возможна, но в действиях компании есть здравый смысл. Если переработанный Jack Solers окажется надежнее, качественнее и комфортнее нынешнего УАЗа Патриота, это будет значительным шагом вперед для завода. Самое главное, планы существуют. Работа над новинкой идет, и это подтверждают как инсайдеры, так и сам завод. А значит, русскому Праду быть. Что касается цены на новинку, говорить об этом пока рано. Стоит обратить внимание на то, как выросла цена Патриота за последние 3 года. Модель подорожала почти вдвое. И пока даже при таком росте машина продолжает гнить быстрее, чем дорожать. Поэтому изменения в модельном ряду завода явно необходимы. Возможно, вместе с новой моделью подтянут и качество, которого так не хватает российским внедорожникам. Сможет ли УАЗ перестроиться на новый лад с помощью китайцев и к чему приведет такое сотрудничество, узнаем в ближайшее время. Надеюсь, в этот раз результат будет лучше, чем с другими успешными проектами, о которых сейчас мало что слышно, как, например, о Москвиче или новых Волгах, запуск которых до сих пор не состоялся. А что вы думаете по этому поводу? Ждете ли русский Прада от УАЗа? И какой должна быть цена на новинку? Делитесь своим мнением в комментариях, будет интересно почитать.